имеет огромный опыт в индустрии продуктов для омоложения организма. Это специалист мирового класса, и я очень горд тому факту, что такого уровня специалист сегодня является партнером компании JEUNESSE и представляет продукты компании JEUNESSE. Я хочу, чтобы под ваши бурные знаки, плюсы, может быть, смайлы, мы поприветствовали директора научного департамента по разработкам продукции компании JEUNESSE Доктора Амзаллага. William, вам слово. It's my turn? Yeah, it is. Can I activate the full screen mode? Probably no, because people are used to seeing the comments they are making, and if you don't mind, we'll leave it this way. No problem. Thank you. Hello, everyone. Здравствуйте. My name is William Amzallag, and I am Generation Young. Меня зовут Уильям Амзаллаг, и я являюсь представителем молодого поколения. It seems maybe very arrogant for me to say I am Generation Young, taking in account my age, which is 72, but I will explain you why. Может быть, слишком смело с моей стороны заявлять о том, что я являюсь представителем молодого поколения, потому что мне 72, но все же я делаю такое заявление, и я объясню почему. And I will explain you why JEUNESSE is so successful. И также я обязательно расскажу вам, почему JEUNESSE является столь успешной компанией. You know, everything started by one idea. Все началось всего лишь с одной единственной идеи. From this idea, Wendy and Randy made a dream of this idea. И эта идея стала началом большой мечты Венди и Рэнди, основателей компании. You know, and from a dream, you made a lot of thought about. You think about and you think a lot. Когда у вас появляется настоящая мечта, вы не можете избавиться от мысли о ней. Вы постоянно думаете, как-то представляете, визуализируете эту мечту. And from this thought, finally come the action. И в конце концов, после того, как вы продумали все возможные варианты, настает черед действий. So the dream was the vision, and it's come to the Generation Young concept. Идея стала видением, видение стало концепцией молодого поколения. The thought was to design a concept system called Use Enhancement System. Из концепции появилась идея видения системы, способствующей омоложению. And once we have the system, we fill it with rejuvenation product. После того, как появилась система, эта система стала наполняться продуктом омолаживающим. So first, let's talk about the concept, the slogan, Generation Young, and what is the difference between younger generation and Generation Young? Давайте поговорим о слогане, о девизе компании. И какова разница между молодым поколением, но здесь больше такая специфика английская, и поколением молодых. So in the young generation, we are talking about chronological age, which means that accumulating years will make you old or young. Когда мы говорим о молодом поколении, речь идет о нашем обычном возрасте, а в нашем возрасте в годах, и предполагается то, что если нам мало лет, значит мы молоды, если нам уже немного больше лет, значит мы стареем. For instance, we will decide because you accumulating 65 or 70 years that you become old or you become retired. И по достижении, к примеру, 65 лет, это зависит от страны, вас уже причисляют к возрасту старых, пожилых людей или так называемых пенсионеров. Today, this concept is obsolete, and we are talking about biological age or cellular age.
И сегодняшняя концепция, о которой я хочу рассказать вам, мы будем говорить о возрасте клеток. Which means that our age is based on the health of our 60 trillion cells. И эта концепция означает то, что реальная наша молодость основывается на том, в каком состоянии находятся наши клетки, в которых больше, чем 63 триллиона. So what are we? What are we, Generation Young? How can we define ourselves? И давайте разберемся, что же такое поколение молодых, как мы сами себя определяем. Generation Young is a new way of life, a new vision of aging based on solid scientific evidence. Поколение молодых – это абсолютно новый образ и стиль жизни. Это новая версия старения с биологической точки зрения, основанная на научных доказательствах, серьезных, прочных научных доказательствах. So the first thing that, of course, we want to look young. Конечно же, все мы хотим выглядеть молодо. The second thing is we want to think young. Вторая вещь, конечно же, мы хотим думать молодо, прогрессивно. And of course, we want to last young as long as possible. И мы хотим, чтобы эта молодость длилась как можно дольше. So does science can make us immortal? Is it possible to be immortal? Означает ли это то, что наука может сделать нас бессмертными? Возможно ли бессмертие как таковое? The first thing is a good news. You know that every day our life is extended by 6 hours more, and we don't even know why. На самом деле каждый день к нашей жизни прибавляется 6 часов. К продолжительности нашей жизни прибавляется 6 часов, и мы даже не знаем почему. Look, between the beginning of the 20th century and the end, we doubled the expectancy of life, which go almost to 90. For 45 to 90, we doubled. Посмотрите, по сравнению с началом 20 века и нынешним днем продолжительность жизни фактически удвоилась. Если в 900 году это были 45 лет, то сейчас это почти 90. And even, you know, in the 21st century, we are supposed to live 160 years at the end of the 21st century, and that we don't know even how we did that, but we're going to do it. И согласно этой теории, в конце 21 века средняя продолжительность жизни будет составлять 150 лет. Непонятно, как же это произойдет, но мы собираемся иметь именно такую продолжительность жизни. So can we extend more, or can we speed up our longevity? Do we have any magic pill to do that? Можем ли мы как-то поспособствовать своему долголетию? Есть ли какая-то волшебная таблетка, которая нам его подарит? So as far as we are concerned in JEUNESSE, we say yes, we can do it. И в соответствии с нашим видением, с нашей концепцией в фирме JEUNESSE, я хочу сказать, да, мы можем это сделать. And we built a yes system called Use Enhancement System. И для этого мы основали систему, способствующую омоложению. Разработали. And yes, we have a solution. We think that we have a solution to enhance longevity. И да, у нас действительно есть способ для того, чтобы продлить наше долголетие. Now, the solution is in our DNA. И секрет находится в нашем ДНК. Now, there is no way to change our DNA. We're not going to change what we have, but we are targeting to repair DNA damage. And all our products are targeted on that, repairing DNA. Хочу вас заверить, то, что никто не собирается переделывать или как-то менять ваше ДНК, этого не произойдет. Какова наша цель и цель всей нашей продукции – это восстановление ДНК, это ее ремонт практически.
So let's see what happened in our cells and what means cellular biology in a way why we can understand what means aging, please. Давайте посмотрим, что происходит в наших клетках и что значит клеточная биология, как происходит старение изнутри организма. So what happened in these teeny things, which is a wonderful of the wonder of the nature called the cells? Что же происходит в этом маленьком, малюсеньком элементе, называемом клеткой, которая является просто уникальным творением и необъяснимым? So I will just put the full screen now to see what's going on, and you will see what's happening in the nucleus. А для того, чтобы вам было лучше видно, я сделаю полный экран, для того, чтобы вы могли хорошо рассмотреть, что же происходит внутри клетки. What you see inside is what we call chromosome. То, что вы видите внутри, вот эти иксы, мы называем это хромосомами. And inside the chromosome, there is two strands of DNA. И в каждом хромосоме есть две так называемые ниточки ДНК. For what DNA? For what? ДНК чего же? DNA contains our genes. We have 40,000 genes, between 20 and 35,000 genes. И наша ДНК несет информацию о наших генах. У каждого человека от 20 до 35 тысяч генов. What for? What for the genes? Гены, что они делают? Какова их функция? Каково их назначение? Our genes are the codes, the secret codes to manufacture proteins. Наши гены являются секретным кодом, который помогает производить протеины. All our body is made of protein, and all our working system needs protein. This is why it's extremely important to manufacture the right proteins. Все наше тело состоит из протеинов, и все процессы, которые происходят в нашем организме, не могут происходить без протеинов. Поэтому очень важно, чтобы наше тело в здоровом порядке производило нужные, правильные, здоровые протеины. Having said that, now we can understand why we are aging, and there is three major causes of aging. Для того, чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, давайте рассмотрим это на примере. Почему мы стареем? Есть три основные причины нашего старения. The first one is what we call DNA damage. You know what? Our DNA is damaged 1 million times a day. Причина номер один – это тот урон, который наносится нашему ДНК. И в численном эквиваленте он составляет где-то 1 миллион. And our DNA is damaged from inside and from outside of the cells. И этот урон наносится нашему ДНК как изнутри нашего организма, так и снаружи. And from outside, for instance, it's very important. The damage can be from radiation, from air, from the toxic, the smoke, the chemical, cigarette smoking, and so on. И что же влияет на наше ДНК и что нам вредит? Это может быть некачественная вода, это загрязнение окружающей среды, это радиация, нечистый воздух, токсины, смог, какие-то химические вредные элементы, попадающие в воздух, курение и другие. And from inside, there is three reasons to damage our DNA. И я расскажу вам о 3 основных причинах, которые наносят урон нашему ДНК изнутри. It's called oxidation, inflammation, and glycation, and I will explain you that. И к этим 3 причинам относятся закисление организма, воспаление и гликация. The first one is called oxidation, and maybe you know all what means oxidation. Вы, наверное, первая причина – это окисление, и наверняка вы об этом слышали. You know, oxidation is dealing with oxygen. Окисление имеет непосредственное отношение к кислороду.
You know, oxygen is giving us life, but it's also killing us at the moment that they give us life, and I will explain you how. С одной стороны, кислород дарует нам жизнь, но с другой стороны, когда он привносит жизнь в наш организм, моментально он начинает нас убивать изнутри. И я объясню, как это происходит. We need oxygen for almost every chemical reaction in our body, and especially to build energy. Кислород необходим для того, чтобы происходили практически все и любые реакции, химические реакции в нашем организме. И особенно сильные затраты, большие затраты кислорода происходят при выработке энергии в нашем организме. But if each time that oxygen works, it steals one electron from an atom, and the atom doesn't like that. Но каждый раз, когда происходит реакция с кислородом, это отнимает один электрон из атома молекулы, и молекуле это совсем не нравится. And when he do that, you know, the atom is trying to regain another electron by stealing that from another atom, and so on and so on, and that produces what we call free radical, which is extremely damaging for the DNA. И когда происходит эта реакция, атом пытается найти себе другой электрон, отнимая этот недостающий электрон у другого атома. И, соответственно, это такая вот бесконечная цепная реакция. Именно таким образом появляются свободные радикалы в нашем организме. But in life this is unfortunate, but this is like it works, and this is why our DNA is damaged every day. This is a major cause of DNA damage. И это является основной причиной нанесения урона нашему ДНК. The second reason is what we call silent inflammation. Вторая причина старения, внутреннего старения изнутри организма, это так называемое тихое воспаление. You know, every day our body is attacked by a reaction which it develops inflammation, which is normal, but when it's too much, the compounds which are produced by inflammation are damaging DNA. Вы знаете, каждый день наш организм подвергается каким-либо атакам внешним или внутренним. И какие-то скрытые процессы воспаления, они в принципе нормальны. Но когда это воспаление, скрытое воспаление достигает определенного уровня, и соединение, которое вызывает это воспаление, они входят в реакцию с нормальными клетками и с нормальными процессами и механизмами в нашем организме, тогда уже начинается очень сложные и очень сильно наносящие ущерб здоровью реакции. And the third thing which is damaging DNA is called glycation. And I don't know why the N disappeared here. И третья причина, которая вызывает старение, это гликация. The glycation is about sugar, because glycogen, is sugar, right? И гликация, процессы гликации, они связаны с сахаром. When you eat too much sugar, this sugar will glue your fibers and your protein together. Когда вы едите слишком много сахара, то этот сахар способствует тому, что волокно слипается внутри в вашем организме. Волокно слипается так. In fact, you know, you can see on this picture, the sugar will stop the normal function of many things, for instance, the collagen and the fibroblast in the dermis, you know, in the skin. И в нашей коже происходят следующие процессы. Когда слишком много сахара, то коллаген и другие вещества, они просто склеиваются с сахаром, и таким образом прекращаются нормальные процессы восстановления кожи. And too much sahar will increase the skin damages. И если в нашем организме слишком много сахара, слишком много глюкозы, это способствует увеличению
деформации кожи, появлению морщин, пятен и так далее. So what are the consequences of DNA damage? What happened when DNA is severely damaged? И каковы же последствия того ущерба, того урона, который наносится нашему ДНК? Now, as you know, cells are duplicating every second or every millisecond, and we have hundreds of thousands of duplication every day. Вы знаете, то, что наши клетки делятся каждую секунду и каждую долю миллисекунды. И таким образом наши клетки восстанавливаются каждый день. So every time when a cell duplicates, the DNA also duplicates. Каждый раз, когда ваша клетка делится, то делится также и наша ДНК. The problem if the DNA is damaged, it will, of course, give birth to the codes will not be perfect because the codes will be damaged, and it will give imperfect protein because it cannot give all the codes. И если наша ДНК каким-либо образом нарушена, то получается в процессе деления клетки делятся и передают информацию уже с нарушенным кодом ДНК. И эта информация уже не является идеальной, она не является первоначальной, и именно это вызывает процессы старения. And that's why we are aging or we become sick. Вот почему мы либо стареем, либо становимся, либо заболеваем, либо, к сожалению, и то, и другое. But fortunately, we have a wonderful maintenance service. Но нам крупно повезло, потому что есть удивительная система по восстановлению ДНК. Every second when the DNA is damaged, the system will immediately come to repair DNA. И каждую секунду или миллисекунды, когда нарушается ДНК, то эта система работает на ее восстановление. So, you're going to tell me, well, so what? Then why are you talking about it? Because your body is doing everything. Why do I need to take all these products? Вы можете задать мне вопрос, так вообще о чем мы здесь толкуем? Зачем нам принимать какую-то продукцию, о которой вы хотите нам рассказать, если наше тело и так занимается этими восстановительными процессами? Well, because, you know, the maintenance service is very good until the age of 35. And after that, the maintenance is not as fast as damages occur, and then you create a depth of damages. Дело в том, что да, у нас есть система по восстановлению нашего ДНК, но она работает хорошо до возраста 25-30 лет. А после этого уже не успевают происходить все восстановительные процессы, и поэтому, как уже было ранее сказано, клетки делятся с нарушенным кодом ДНК. This is why it's very important to help the maintenance service, which is DNA repair, where we can act efficiently rather than to try to stop DNA damage. Поэтому очень важно помогать этой системе по восстановлению ДНК, работать эффективно, отлаженно и в правильные сроки, чем пытаться как-то исправить те процессы старения, которые возникают, когда эта система не налажена и не работает в нормальном режиме. So yes, if we can do that, we can help and stop or delay aging, but unfortunately it's not enough. Да, у нас есть технология, которая может помочь восстановлению и налаживанию этой системы, но, к сожалению, этого будет недостаточно. We are going to talk about another cause of aging, which is called telomeres. И мы сейчас поговорим с вами об еще одной причине старения, и здесь ключевым словом будет являться теломеры. You know, in the end of every chromosome, you can see in this picture there is a yellow part, which is the end of the chromosome, which protects the DNA against damages or against many things called the telomeres. Как вы видите, на конце каждого хромосома есть такая капсула, крышечка, которая предохраняет нашу ДНК от повреждения. And this is very important, you know, they are like shoelaces and they cannot be too much broken, otherwise they don't
protect anymore the DNA. И эти крышечки, если они уменьшаются, либо исчезают совсем, они больше не способны защищать наш код ДНК. What we find out, unfortunately, that at each division, the telomere will shorten and shorten and shorten, and after 50 to 60 divisions, there is no more count. Как было доказано научным путем, с каждым делением клетки теломеры все уменьшается, становится все короче и короче. И это деление происходит вплоть до 50-60 раз, до того момента, когда эта крышечка, предохраняющая нашу ДНК, она полностью не исчезает. And then I'm putting the full screen to show you the next pictures, and I hope we will see the movie, the little movie will tell me if you see it, to see all the cells stop to divide. И сейчас я постараюсь сделать так, чтобы вы увидели небольшое видео, когда заканчивается, когда вот теломер становится настолько коротким, то что клетка просто больше не может делиться, и поэтому она умирает. I don't know if you have been able to see the video or not. I don't see it. We have just the picture. Okay, no problem. So it's a pity, but so each time then the divisions stop because the DNA is not protected, and that's why we are aging. И каждый раз, когда исчезает этот предохранитель, деление клетки заканчивается для того, чтобы сохранить наш изначальный код ДНК. And even if we treat that, unfortunately, we have a third reason of aging, which is called stem cells. И даже если мы решим этот вопрос, есть еще третья причина старения. Она называется, и в основе этой причины лежат как раз-таки стволовые клетки. So I want you to understand exactly what means stem cells. Я хочу объяснить вам точно и конкретно, что собой представляют стволовые клетки. So let's start by the beginning. When a man and a woman meet together, they create, and then if they like each other, of course, they will create one cell together. Давайте начнем с самого начала. Когда встречаются мужчина и женщина, если они понравятся друг другу, конечно же, они своими клетками, они создадут одну клетку. And this cell is the first embryonic stem cells of the body. И эта клетка будет как раз-таки зародышем нового человека, нового тела. From this cell, all our body will be built. И именно начиная с этой клетки начнется процесс становления человеческого организма. Which means that this cell is non-specialized and will create 200 different specialized cells for every function. И это значит то, что эти клетки являются универсальными, потому что они создадут другие разновидности клеток, которые будут формировать все системы нашего организма. Then they will create nerve cells, brain cells, cardiac cells, and skin cells, for instance. И именно из этих клеток произойдут наши нервные окончания, это будут клетки нашего головного мозга, нашей кровяной системы и всех других органов. And when we born, we still have a capital or stock of original stem cells in case we need them. И даже при нашем рождении у нас все еще остается где-то в хранилище так называемый капитал стволовых клеток на случай, если они нам понадобятся. And we will need them because there are some cells we do not reproduce, and when they die, we will have to send some virgin cells, some stem cells to become, for instance, brain cells. И, безусловно, они нам понадобятся, потому что есть клетки, которые не восстанавливаются сами по себе. Именно тогда, в том направлении,
направлении идут вот эти стволовые клетки, которые сами по себе являются девственными, несут какую-то определенную информацию и восстанавливают ту ткань, ту структуру, которая была повреждена. This is why maintaining our stem cells pool or stock is one of the key to longevity. И именно поэтому поддержание как раз-таки вот этого хранилища стволовых клеток является одним из ключом к нашему долголетию. So you see, our system is targeted on DNA damage, which means all the things that I told you about, the DNA oxidation, inflammation, glycation, telomere shortening, and stem cells, and that is our YES system. И помните, мы начинали с вами разговор с системы, способствующей омоложению, которая брала основой концепции компании. И если вы вспомните, мы говорили с вами о различных причинах старения. Это и укорачивание теломеров, это разрушение ДНК и другие моменты, как окружающая среда, которая неблагоприятно на нас влияет, это закисление организма. И именно со всеми этими причинами борется система, способствующая омоложению. And then let's talk about the product which I issue. By the way, I have to is my full screen desactivated? Yes? Yes, it is. Okay. Then let's talk about the product that we designed to fulfill the system. И давайте теперь поговорим о тех продуктах, которые наполнили эту систему. And again, I want to emphasize that we are working on helping DNA repair. И я хочу еще раз подчеркнуть то, что мы работаем на то, чтобы помочь восстановить ДНК. And from that, we build all the product that you can see here, and more product will come very soon. И именно в основе, эта концепция лежала в основе разработки всей продукции, которую вы видите, и другой продукции, которая будет представлена чуть позже. So I know that for the moment we have few products in Russia and Ukraine, but slowly we will have the other one. This is why I'm going to talk a little about everyone. Я знаю то, что сейчас на Украине и в России представлены только некоторые продукты, поэтому мы поговорим о них попозже, побольше, но я не могу обойти вниманием остальные продукты, которые также у вас появятся в скором времени. So the first one which I'm going to talk about are called nutraceutical, because this is the one which are working inside the body. Do you have this word in English? Well, nutraceutical is in English already. Nutraceuticals, it's a mixture of nutriment and pharmaceutical. Okay. Итак, давайте поговорим с вами сначала о биологически активных добавках. It's a little like biologically active food supplement. Exactly, yeah, thank you. So what is the first one? Is about DNA repair. We have to repair DNA, and the first one is called reserve. Итак, вы помните то, что нам необходимо защищать и восстанавливать наши ДНК, и первый продукт, который способствует этому, называется резерв. Reserves come from the word resveratrol. Название этого продукта происходит от такого вещества, как ресвератрол. And in order to understand what means resveratrol, I will tell you about the resveratrol story, and I will start by the theory of restriction calorie theory. Для того, чтобы понять, что собой является ресвератрол, я хочу вам рассказать его историю, которая начнется с теории сниженного количества калорий. Do you know that if we eat, this is a scientific fact. William, can you repeat, please? Because I had a bad connection. Yes. Do you know that we can live longer, and this is a scientific fact? Знаете ли вы то, что да, мы можем жить дольше, и это научно доказанный факт. If you eat 40% less in terms of calorie, you will live
30% more. Если вы сократите свою дневную дозу калорий, количество калорий на 40%, потребляемое вами каждый день, то вы будете жить на 30% дольше. Has been experimented on millions of mice, but also in humans. Подобные эксперименты были поставлены на миллионах мышей, подопытных мышей, но также проводились и были доказаны на человеке. The idea is it applicable to all humans in the world? And this is a little difficult. И возникает вопрос, возможно ли это воплотить каждому человеку на Земле? И здесь возникает небольшая трудность. So in order to answer to this question, the first question that we have to answer is why calorie restriction increase longevity? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно перед этим задать другой вопрос и также ответить на него. Почему сокращение калорий способствует долголетию? And in order to understand that, we have to come back to the genes. Для того, чтобы это понять, нам необходимо вернуться с вами к нашим генам. Now, the genes, we have 30,000, but not all the genes work at the same time. У нас, как уже ранее говорилось, порядка 30 тысяч ген, но они не работают все одновременно. Only 10% work on a permanent way. Только постоянно из них работает только 10%. And the other one maybe will never work, will stay sleeping all our life. Некоторые из них, может быть, и никогда не заработают, они будут находиться в спящем состоянии всю жизнь. Unless we are in danger. Только они активизируются только в том случае, если организм поймет, что мы с вами находимся в опасности. And starving is a danger. Means if we eat a lot less, the body's send the alarm. Why? And then some genes will be activated. И если мы с вами голодаем, тогда для организма это чрезвычайная ситуация, представляющая собой опасность для организма, и тогда активируются те гены, которые находились в спящем состоянии. And when we starve, Professor David Sinclair from Harvard University have found out that there is two genes which become to be activated. They are called sirtuin-1 and sirtuin-3. Профессор из Гарвардского университета, которого зовут Давид Синклер, провел огромное количество опытов. В итоге он доказал то, что при голодании активизируются два гена, сиртвен-1 и сиртвен-3. So, I asked the question again, is restriction caloric practical? And the answer is no. И я еще раз возвращаюсь к вопросу, который я задал заранее. Сокращение калорий – это допустимо, практично для всех людей? И ответ на самом деле нет. So, we try to find out if we can avoid calorie restriction and still activate the sirtuin genes. И тогда возникает вопрос, можем ли мы избежать сокращения калорий, так, чтобы нам не было необходимости сокращать калории, потребляемые в течение дня, и все же активировать сиртвен-1 и сиртвен-3. So Dr. Sinclair find out that there is some ingredient, especially in the red wine called polyphenol family, which can activate sirtuin gene while we are not starving. И профессор Синклер доказал то, что в красном вине находятся полифенолы, которые как раз-таки способствуют, помогают активации этих сиртвен-1 и сиртвен-3. And especially inside this family of polyphenol, we find one called resveratrol, which can boost our system when it's activated. И в этом семействе полифенолов есть один представитель, который называется ресвератрол, который может способствовать дать мощный толчок различным нашим системам внутри организма.
which means that each time that we can eat or take our resveratrol, we will activate sirtuin genes, and when the sirtuin genes will be activated, all our system will be boosted, and that will increase our longevity. Когда мы потребляем ресвератрол, то активизируется сиртвен-1 и сиртвен-3, что дает мощный заряд нашим системам, как указано на слайде, который вы видите. Это система воспроизведения, наверное, это половая система, метаболизм и другие. Now you understand why we are putting a lot of resveratrol in reserve, but not only resveratrol, we put other major antioxidants. Теперь вы понимаете, какова причина, какова наша мотивация, когда мы сделали ресвератрол основой одного из наших продуктов. Но также мы добавили туда огромное количество полезнейших и мощнейших антиоксидантов. And we have proven that our product not only is very digestible, which crosses the intestinal barrier, but cross also the cellular membrane. И также было доказано то, что наш продукт, мы сейчас говорим о резерве, очень легко усваивается и способствует хорошему пищеварению, но помимо этого активные вещества в составе данного продукта, они поступают буквально они усваиваются и на молекулярном уровне. And the test that we are using is called CAP-E testing, has nothing to do with ORAC value, because ORAC value only show the how it's digestible, but this show how it's enter in the cell's membrane. И этот тест основан на том, он показывает то, как эти активные вещества проникают через клеточную мембрану, и он называется антиоксидантная защита клеток на уровне эритроцитов. So having said that, what reserve is doing on the body? И для того, чтобы вы лучше поняли, давайте я объясню, что же делает резерв, каково действие резерва внутри организма. And the first thing is because of this antioxidation level, there's a strong DNA repair. В силу того, что он является мощнейшим антиоксидантом, он как раз-таки способствует восстановлению ДНК. And by doing that, it will also increase memory. Помимо этого, он улучшает память. And also, it will reduce fat cells. А также помогает снижению жира в организме. And it will also boost energy and endurance in muscle cells. Также он помогает донести и снабжает наши мышцы, мышечные ткани силой, выносливостью и энергией. And will also enhance muscle strength. Также он помогает укреплению мышечных тканей. And will also decrease fatigue and especially computer fatigue. А также он помогает избавиться от усталости и, если говорить более подробно, понятно, той усталости, которая вызывается компьютером и компьютерным излучением. It will increase or improve coordination. Он способствует улучшению координации. And finally, it will increase longevity. И, наконец, он способствует вашему долголетию. And this is the first product that we have reserved, and you probably have it in Russia. И это продукт номер 1, о котором я хотела вам рассказать, и в скором времени он будет и в России. The second product is targeting telomeres. Продукт номер 2, о котором мы сегодня с вами поговорим, он касается восстановления теломеров. And it's called Finity, and it's exclusive to JEUNESSE. Он называется Finity, и у компании JEUNESSE все права на эксклюзив этого продукта. I told you about the telomeres, but now I'm going to tell you about the telomerase studies and how we go from telomeres to telomerase. Мы с вами раньше говорили о теломерах.
затронуть еще и теломеразы, и как же они взаимодействуют, какое они отношение имеют друг к другу. And that has been found by Professor Elizabeth Blackburn, who won the Nobel Prize for that. Это открытие было сделано профессором Элизабет Блэкберн, которая получила Нобелевскую премию за это открытие. The first thing that she found out is that while our telomere is shortening to all our cells, it is never shortened in our sexual cells, which is spermatozoid and ovula, what we call germinal cells. Она открыла то, что в наших половых клетках никогда теломеры никогда не сокращаются, они не исчезают, они не сокращаются до того уровня, чтобы просто умереть и исчезнуть. And we understand why, because if a spermatozoid of a 60 years old man and an ovula of a 40 years old woman meet together, if they have short telomeres, the baby will be born with gray hair already. И давайте я вам продемонстрирую это на таком примере. Если, к примеру, отцу 60-65 лет, а матери где-то 40 лет, и если бы происходили какие-то изменения в ДНК этих клеток, половых клеток, то ребенок таких родителей родился, к примеру, уже седым. So she find out why in these cells the telomere are always in full length. И профессор все-таки добилась ответа на вопрос, почему же в половых клетках теломеры всегда изначальной длины. Because they have inside an enzyme called telomerase, which is always rebuilding telomere when they get shorter and shorter, as you can see here. I'm not sure if you can see it, unfortunately, but in this movie you can see every time that we lose a small part, the telomerase is rebuilding the telomeres. Она сделала открытие, то, что теломеразы, которые существуют внутри этих клеток, так называемые энзимы, это белок, он выполняет роль восстановления. Если происходит какое-то нарушение изнутри, то этот белок восстанавливает и уничтожает, просто устраняет это повреждение. And what happened is that she find out that every cells have telomerase, but in the other cells, this telomerase is sleeping. Какое открытие она сделала? Она открыла то, что такие теломеразы, они есть в каждых клетках, во всех клетках нашего организма, во всех клетках человеческого организма. Однако в других клетках они находятся в спящем состоянии. And then, like for reserve, can we find a way to activate this telomerase which is always sleeping? I beg your pardon, with the help of reserve or FINDI? No, like for reserve, when we activate the sirtuin genes, here we can find some things to activate the enzyme telomerase in order for the telomerase to do the job. Okay. И как мы говорили с вами, резерв он способствует активации сиртуин-1 и сиртуин-3, а в продукте Finity есть элементы, которые активизируют вот эти спящие теломеразы в клетках человеческого организма. So a big pharmaceutical company in America find one ingredient which can activate telomerase in every single cell. И одна фармацевтическая компания, очень крупная американская компания, нашла один элемент, обнаружила элемент, который может активизировать теломеразы во всех клетках. This ingredient is extracted from a Chinese herb called astragalus, from the root of astragalus. И этот элемент извлекается из корня растения астрагал. And that's what called TA65. Он называется TA65. TA65 is an enzyme which can
it's a product which can activate the existing telomerase in each cell. И этот элемент TE65 является белком, который может активизировать теломеразы в нашем организме. And that's what we get. We get an exclusive deal with this pharmaceutical company to use TE65 in all the direct sales industry. И компания JEUNESSE заключила договор на эксклюзивное использование TE65 в сетевом маркетинге. Now, let me very clear. You can find TE65 in some countries, but it's not sold through the direct sales. В некоторых странах вы можете найти TE65, но это не сетевой бизнес и Never in MLM, for instance. We will be the only one. окей. So, having said that, we include TS65 Infinity, but we don't have only TS65, we have 12 other ingredients, and that's what the results are. You can translate this word here. Однако Affinity состоит не на 100% из TA65. Помимо него есть еще 12 других элементов, которые обеспечивают нам следующие, моменты. У нас прибавляется энергии, мы лучше можем фокусироваться, улучшается память, зрение, налаживается сон, вы спокойно спите, происходит активное восстановление клеток, липида, связок, у вас гораздо быстрее происходят процессы выздоровления, оздоровления, пусть это могут быть какие-то внутренние процессы, внутренние проблемы, либо раны, ожоги, порезы, и также он способствует нормализации веса. So, this product you can just take 2 in the morning and 2 in the evening every day. Вы можете принимать Affinity по 2 таблетки с утра и 2 таблетки по вечерам. And that is it for this telomere. You may have it very soon in USA, in Russia. For the moment you don't have it, but it will come soon. Пока что на вашем рынке этот продукт не представлен, но совсем скоро он у вас появится. So from that, but before having this product, we had another one called AMPM. Но еще ранее, чем Affinity, у нас появился такой уникальный, замечательный продукт, как AM и PM. AM for the morning, PM for the evening. AM предназначен для утра, а PM для вечера. Now this is a very important product that we designed before Affinity and which can conglomerate add all the action for DNA repair, which is DNA repair, telomerase activation, mimetic activator, and stem cells for maintenance. It's 75 ingredients in each product. В каждом из этих продуктов около 75 элементов, которые его составляющих в него, и эти элементы способствуют как раз-таки восстановлению ДНК, активации теломеразов, активизирует вот эти вот спящие клетки внутри организма и способствует сохранению и поддержанию резервуара стволовых клеток, что тоже необходимо. So AMPM help your body cells to work more efficiently and allow yourself to replace our aging and damaged cells in a better way. Этот продукт позволяет вашему телу и клеткам вашего тела работать более эффективно, заменяя каким-то образом нарушенные или поврежденные клетки и восстанавливая их. So can we take Affinity and AMPM together? Maybe yes, but it's better to choose as Affinity or AMPM.
Отвечая на вопрос, можно ли принимать одновременно и AM, и AM, PM, Infinity, здесь не может быть однозначного ответа, но доктор Амзаллаг советует выбрать либо один продукт, либо другой. We create the NPM when Infinity did not exist. So we didn't have a telomerase activator real like TS65 inside the NPM. Дело в том, что когда мы разработали AM и PM, Infinity на тот момент еще не было, он не появился. Не было вот этого активного элемента, который называется TS65, который может как раз-таки активизировать теломеразы, и поэтому TS65 не входит в состав AM и PM. So personally I take both, but you don't have to take both. Лично я принимаю и один продукт, и другой, но это делать не обязательно. Again, with AMPM, you take 2 in the morning, 2 in the evening. И, как уже я говорила ранее, с AMPM то же самое. Вы принимаете 2 таблетки утром и 2 таблетки вечером. So let's talk about the third product, which is about detoxification. Давайте поговорим о третьем продукте, который нацелен на то, чтобы очищать наш организм. Because before to do any action on the cells, it's better to clean the house. Потому как лучше всего любую работу начинать с очистки. Перед тем, как восстанавливать организм, нужно его очистить. This is why we create propectin. Именно на это нацелен пропектин. Propectin is about detoxification. И этот продукт полностью сконцентрирован на детоксификации, то бишь очищении организма. It's 100% nanogranules, and it's apple pectin from Poland and not from another part, because this is where we get the best ingredients. На 100% он состоит из наногранул, и это вещество извлекается из особого вида яблок, которые растут только в Польше. And the first action is to detox from heavy metals. И функция номер один, задача номер один – это очистить организм от тяжелых металлов. The second action, which is very important for some region of the world, is the radioprotective. Apple pectin reduced cesium-137 by 62%. That has been proven by clinical trial. Задача номер один – это защита организма от радиации. Как было доказано многочисленными исследованиями, он снижает содержание радиоактивных веществ вплоть до 62%. So this is very important for Japan, for Ukraine, for many countries where you have still a lot of people getting cesium-137, which is a byproduct of radiation. И это весьма актуально для таких стран, как, к примеру, Япония, Украина, для тех территорий, которые были подвергнуты мощному радиационному излучению. And this product has been endorsed by Dr. Michael Nobel from the Nobel family, and this is the only product that he never sponsored in his life. Этот продукт был разработан Майклом Нобелем, который происходит из Нобелевской семьи. И это единственный продукт, который он разработал за всю свою научную карьеру. So you start to take three per day for 1 month, and after you get the maintenance of 1 a day. Для начала вы принимаете 3 пакетика в день для мощного и сильнейшего очищения организма. После того, как это очищение происходит, вы принимаете по 1 пакетику пропектина, и это делается на протяжении месяца. После этого вы принимаете лишь по 1 пакетику в день для того, чтобы сохранить свой организм чистым. So let's talk
now about a new product that you will have very soon called VitaCell. Давайте сейчас поговорим о новом продукте, который совсем скоро у вас появится. Он называется VitaCell. VitaCell is rice. В основе этого продукта рис. But it's a very special rice, and we extracted from the rice what we call glycoproteins, which are a combination of sugar and protein. Он извлекается из особых сортов риса, и тот элемент, который извлекается, называется гликопротеин. Он состоит из сахаров и протеина. So why for? First, we have to choose the best rice in the world, and it's the Siam Valley in Thailand. В первую очередь, нам было необходимо отобрать самый лучший особый вид риса, который растет только в Таиланде. So from the 3,000 strains, we select 3 very special ones that we combine together. Из 3000 возможных сортов риса мы отобрали 3 самых особенных. So we extracted the glycoprotein from 100 kilo with 1 kilo of glycoprotein, and this is what we put in the sachet. Из 100 килограммов особого вида риса, который является собой микс из 3 видов, мы извлекаем 1 килограмм гликопротеина, и как раз таки это вещество и находится в этом маленьком саше. Sachet, yeah, so little unidos. So what for? What glycoprotein are good from rice? What for? Чем же хорош этот гликопротеин из риса и каково его назначение? There is 3 actions, which is energy, cells communication, and detoxification. Он несет в себе 3 полезных функции. Это клеточная энергия на клеточном уровне, коммуникация клеток между собой и очищение организма. So the first one is promote energy, but it's a very special energy called ATP. В первую очередь это обеспечение организма энергией. И это особый вид энергии, который называется аденозин 3... Phosphate. Вот фосфорная кислота. АТФ. I will explain you. So, let's go back to when we eat food. Давайте на минуту обратимся к тем продуктам, которые мы с вами употребляем в качестве еды. In order to extract the energy from the food has to be broken down in a nutrient called carbohydrate, fat, protein, vitamin, essential. Для того, чтобы наш организм мог извлечь полезные элементы вещества из еды, ему необходимо разложить его на углеводы, жиры, протеины, витамины, минералы и так далее. So when these nutrients are extracted, they will cross the digestive barrier and go inside the cells. Когда полезные элементы, питательные элементы преодолевают барьер, Intestinal. Just a second, I need to recall how it goes in Russia. Intestinal barriers. Барьер, который они преодолевают при переваривании, при усвоении пищи, и только после этого они попадают в клетку. And then when it's inside, it goes to a special place called mitochondria. После того, как это происходит, они непосредственно в клетке, они попадают в митохондрии. The mitochondria is our powerhouse. That's where we create energy. Митохондрии являются такими вот котельными или, я не знаю, какими-то вот такими вот мощными электростанциями, которые создают энергию в нашем организме. So all our ingredients with oxygen come inside the mitochondria, and at the end you have the energy going out. And this is how we can live. Этот процесс
Процесс начинается с того, что все полезные элементы попадают в митохондрию, и как отдача мы получаем энергию. So it's created in the form of ATP, A for adenosine, T for 3, and P for phosphate of phosphorus. И эта формула называется аденозин-трифосфат. So what happened is that by the cell will improve ATP production in mitochondria. И именно Витасел помогает митохондрии производить эту энергию. So, but not only that, the beta cell is rejuvenating mitochondria, which is one of the most important part of the cells. Но помимо этого Витасел способствует омоложению митохондрии. Why? How? You know that mitochondria has also a special DNA coming only from the mother. И как же это происходит? Дело в том, что у митохондрии тоже свой особый ДНК, в котором содержится 27 генов. And this DNA is extremely sensitive to oxidation. Однако эти ДНК, эти гены, они очень чувствительны к окислению. So with aging, the mitochondria diminish in number. We have 2,500 at the beginning, and we have maybe less than half at the age of 50. Изначально в организме находится около 2500 митохондрий, но с возрастом их количество сокращается. И так мы стареем. And the free radical are extremely bad for the mitochondria. И свободные радикалы очень-очень опасны, поскольку они наносят огромный ущерб митохондрии. So, beta cell help to promote repair and maintenance in the mitochondria. Витасел помогает сохранить и восстановить ДНК в митохондриях. The second action of beta cell is on the cell's membrane and on communication. Вторая функция, которую выполняет Витасел, она действует на мембрану и на коммуникацию между клетками, на сообщение клеток. You know that communication between cells are extremely important. We call it signaling, and it's the key of life. Взаимодействие клеток очень важно. Мы называем это сигнализацией, сообщением между клетками, и эта функция является фактически ключом в жизни. It is important that we send orders inside the cells in order for the cells to function properly. Для того, чтобы клетки работали нормально, в здоровом режиме, необходимо, чтобы они получали сигналы снаружи. So the glycoprotein from beta cell are helping the signal, the communication to be faster and better. А Витасел способствует тому, что коммуникация между клетками, она более эффективна и происходит быстрее. So the third thing is to promote detoxification process. Функция номер 3 – это помочь процессам очищения организма. And especially in the liver. И особенно это касается печени. You know, in the liver everything happens. This is our factory of detoxification. Дело в том, что все процессы очищения происходят в нашей печени. Она фактически является заводом по очищению организма. We are not going to all these phases, but without the liver we cannot live. We cannot even live one day. Мы не будем сейчас проходить по всем этим надписям и формулам, но хочу сказать вам одну вещь, то что без печени мы не прожили бы и дня. You know, inside the liver can manufacture a very major antioxidant called glutathione. Печень может производить очень мощный антиоксидант, который называется Glutathione. Так. It's called glutathione. Okay. And this glutathione is very important, and beta cell is helping
те печени, которые и производят элементы. So from that, what are the health benefits of vital cell? Итак, какие же преимущества у нас есть при употреблении видосела? And the health benefit, the first of course, increasing health performance, athletic performance, because it gives more energy. В первую очередь у вас улучшаются показатели, потому что этот продукт помогает вам повысить вашу выносливость. And of course, brain function can be increased because we give more energy, and if you combine that and with reserve, we have a really boost in focus and concentration. Улучшается работа мозга, особенно если вы будете употреблять и видосел, и резерв, то энергия, которую получает мозг, она отразится на том, что вы почувствуете, насколько лучше стала ваша память и концентрация. And we have also better cholesterol level, and that has been proved by clinical trials. Помимо этого, клинические испытания доказали то, что стабилизируется и нормализуется уровень холестерина в человеческом организме. And of course, all that made that we can delay aging also thanks to Vidacel. И как следствие, мы замедляем процессы старения. And we just take 1 to 3 servings per day. We can mix it in water or just put it on our food. It's okay. Видосел нужно принимать от 1 до 3 в день. Нужно разбавлять его в воде, либо просто добавлять его к еде, которую вы любите. So we will not go now to the skincare, but maybe if you want to make a break, Ellen, because it's very hard to translate all that, maybe if you want, we can do the question after or during the break here, as you wish. Итак, мы следующим нашим этапом в этой конференции будет разговор о косметике. Однако есть предложение сделать перерыв, и во время этого перерыва может быть такой момент, как вопросы-ответы. Дмитрий, вы что скажете? Only 2 or 3 questions about nutrition, and then we go to skincare. Доктор Амзаллаг предлагает ответить на 2-3 вопроса о БАДах, и тогда уже мы перейдем к косметике. I have some questions that you already asked me. If you want, I can read them and answer. No? Probably you can make, again, right now we have full screen for the presentation. I can see what I know that. I take out the full screen. Sorry. Is it okay like that? Okay. You don't have full screen? No, okay. So you tell me the question and I answer. Okay. Дмитрий, у нас чат выключен? Нет, чат работает. Потому что я вижу только... я чат не вижу. Окей. Okay, there is a question of whether it's possible to take these nutrition products if you have diabetes. Yes, we can take all that. You know, there is a small amount of sugar in reserve, but it's not very important. Люди, которые болеют сахарным диабетом, могут принимать всю продукцию. Нужно только учитывать такой момент, что в резерве есть небольшое количество сахара, но совсем небольшое. Another question whether it's okay for the kids to take these products. If it's okay, which ones? If no, just tell us. Reserve, yes. Vitacell, yes. Profectin, yes. Not Finity, not AMPM. Да, дети могут принимать продукты следующие. Это резерв, это продуктин и видосел, но не Finity и не AMPM. No need for kids. There is a question
question whether there are some problems while the process of detoxification. People sometimes people get some problems with their skin or some others. Yes, there is what we call detox process. In some people, they will experiment for a few days some digestive problem or some skin problem. They just have to wait a little. It's because of the toxin which are evacuated. Окей. Да, безусловно, при детоксификации, при очищении организма могут появиться различные симптомы. Это могут быть высыпания на коже, это могут быть проблемы со стулом. И в таком случае вам необходимо приостановить прием препарата и просто дать организму избавиться от тех шлаков, от тех загрязнивших вас элементов. Просто при этом необходимо пить много воды и следить за тем, как ваш организм реагирует. Yeah, you have to understand that there is two steps in the detoxification process. The first is to detox, which is to break down the chemical or the dangerous product, and the second step is to eliminate this one through urine, through digestive, through the skin, to the lungs. And this is the second problem is when we have too much ingredient to eliminate that create this side effect. И вы просто должны понимать то, что при детоксификации, при очищении организма, если ваш организм очень сильно зашлакован, то, безусловно, будут приходить такие моменты, как высыпание, либо какие-то другие проблемы. Поэтому не бойтесь то, что вам не нужно этого делать. Нет, это нужно делать, но нужно делать разумно и постепенно. Потому что, к сожалению, в наше время экономическая ситуация оставляет желать лучшего, поэтому просто нужен мудрый подход. The last one, and then we go to JEUNESSE, and afterwards. Okay, just a second, I'll choose one. Whether it's okay to combine JEUNESSE products with other pills and maybe some prescribed drugs? Yes, generally speaking, there is no contraindication of all these products, but each time that you have products or medicinal product, you have to consult your physician in order to be sure that he is okay with that. And that's what we do in America and here in Europe. Итак, был задан вопрос, можно ли сочетать БАДы с какими-то лекарствами, которые были прописаны врачом. Доктор Амзаллаг говорит, что противопоказаний у продукции JEUNESSE нету, и, конечно, можно совмещать с теми лекарствами, которые вам были прописаны и выписаны, однако рекомендуется просто проконсультироваться с врачом. Именно так они поступают в Америке. Но в Америке вообще другая система, они не могут купить вообще практически никакие лекарства без рецепта врача, и поэтому, чтобы не было потом претензий к вам как к пациенту, они идут и консультируются с врачом. Но, опять же, это своя специфика. Okay, so what we do, we're going to go next to the skincare, and maybe all the question which has not been answered, maybe you can send me some of that by email, and I will try to answer you by email. Very well. Итак, я понимаю то, что не получится ответить на все вопросы, но я буду ответить на них позже, поэтому прошу просто составить список этих вопросов в виде сообщения, имейла, и мы с вами рассмотрим их просто позже. Okay, let's go now from stem cells to growth factors, and I will explain you what means all that, because I really want you to understand how important are our skincare products. Теперь я хочу рассказать вам о нашей продукции по уходу с лицом и уникальными технологиями, которые за ней стоят. Now, some people ask me some question,
from where this product come, who are the scientists who work on, what the clinical trial are. Okay, for this one, everything comes from Dr. Nathan Newman. Часто меня спрашивают, исходя из каких исследований, основываясь на каких исследованиях сделан продукт, кто лежит кто является его разработчиком. И я хочу вам сразу ответить на этот вопрос. Наша косметика полностью разработана доктором Натаном Ньюманом. Dr. Nathan Newman is a plastic surgeon and a dermatologist which live in Beverly Hills in Los Angeles, California. А доктор Ньюман живет в Лос-Анджелес, в Беверли-Хиллз, это Лос-Анджелес, Калифорния. Он является пластическим хирургом и дерматологом, известным по всему миру. He has been very famous in America. I have been all the big media, CNN, NBC, ABC, all that, because he is one of the founder of the stem cell therapy or stem cell lift. С его участием было огромное количество передач на телевидении, потому что он является как раз-таки основоположником терапии, лечения стволовыми клетками. So what are these things? How we did that? You know, the first thing that what do Dr. Newman is to extract the stem cells from the fat. С чего же все началось? В первую очередь стволовые клетки извлекаются из жировой ткани. You know, we find out that our pool of stem cells, before we knew that it was in the bone marrow, but now we find out there is many stem cells in our fat, and this is good news. Дело в том, что ранее мы с вами говорили о том, что в нашем организме есть определенный запас стволовых клеток, но не так давно было сделано открытие, то, что жировые клетки также содержат стволовые клетки. So what he do, he create a method called stem cell lift. Его уникальный метод доктора Ньюмана называется лифтинг стволовыми клетками. What he do, he extract your stem cells from the fat and he re-inject the stem cells on your face or on other parts of the body. Дело в том, что он извлекает из жировых тканей стволовые клетки. I'm sorry, Dr. Willen, can you repeat this sentence, please? Yes, he extracted the stem cells from your fat, and this one he's re-injecting the stem cells on your face or on your knees or on other parts of your body. Okay. Итак, из человеческого организма извлекается жировая ткань, уже из этой ткани извлекаются стволовые клетки, которые потом в виде инъекций делаются либо в лицо, либо в коленный сустав. Здесь уже вопрос в том, где необходимо восстановление. He have hundreds of fantastic results that you can see in his website if you Google Nathan Newman. Если вы наберете в Гугле имя Натана Ньюмана, вы увидите, какое огромное количество результатов даст вам этот поисковик. Помимо каких-то статей непосредственно о докторе, вы увидите те удивительные результаты, которые он получил благодаря своей терапии. Look at that. For instance, this is before and after. Посмотрите, это фотография до и после. This one, after 2 days. Это через 2 дня после процедуры. And this one. Еще одна. And this one. И еще одна. Это первая фотография это до, потом это через 6 недель и через 1 год. All this one has been monitoring by TV, by doing TV video before and after, then there's no Photoshop on that. Absolutely transparent.
И я заверяю вас, что здесь нет никакого фотошопа, потому что все эти случаи, они отслеживались американским телевидением, велись постоянные передачи и трансляции, и это действительно то, что происходит с лицами, с его пациентами. So you will see hundreds like that, but this is a medical procedure that we cannot do in JEUNESSE. Но дело в том, что это медицинская процедура, которую, безусловно, мы не делаем в компании JEUNESSE. So what he invented what we call stem cell lift topical. Он изобрел так называемый лифтинг. And he invented a little serum that one day he had for his patient after surgery, after doing this injection, he gave them this serum at home. Он разработал специальную сыворотку, которую он давал своим клиентам, чтобы они пользовались этим продуктом после тех инъекций, после тех процедур, которые они проходили у доктора Ньюмана. And when Randy Ray was in his office, when he see this little bottle, and he asked him, why are you putting stem cells in a serum now? И однажды Рэнди Рэй, когда был на приеме у доктора Ньюмана, увидел небольшую бутылочку и спросил: это что там у тебя такое? Это ты теперь используешь стволовые клетки в сыворотке? And unfortunately, the bad news is that there is no stem cells in this bottle. Но новость заключается в том, вот доктор говорит, что это плохая новость, то что в сыворотке не содержится стволовых клеток. Because stem cells cannot survive outside of the body or outside a very special nutritional gel. Дело в том, что стволовые клетки не выживают за пределами человеческого организма, либо для того, чтобы им выжить, им необходим специальный питательный гель, специальный раствор. But the good news is that everything in the serum is produced by the stem cells. Но тот ключевой элемент в сыворотке, который содержится в ней, он произведен стволовыми клетками. So in order to understand that, and I really want you to understand, let's go and let's start again by the beginning. И это хорошая новость, и я хочу, чтобы вы поняли, что я только что сказал. Для этого давайте начнем с самого начала. Everything starts here when Dr. Newman extracts the fat from the cells, from the patient. You shouldn't have shown this to us. Well, we have... It's okay. Итак, все началось с извлечения жировых тканей из человеческого организма. So what he do after that, he separated the stem cells from the fat. После этого происходит отделение стволовых клеток от жировой ткани. So he reinject these stem cells to the same patient, but he keep a little of these stem cells. И основная масса стволовых клеток уходит на процедуры, которые производит доктор Натан Ньюман в своей знаменитой клинике. Однако определенная часть стволовых клеток идет на другие моменты. So the stem cells are putting, the remaining of the stem cells are putting in a very special gel where they duplicate and they duplicate for 1 week like crazy. После извлечения вот эта часть, отдельная часть, определенная часть стволовых клеток кладется в специальный питательный гель, где на протяжении недели стволовые клетки делятся и умножаются. So after 1 week, Dr. Newman take the media, the gel, which is used, not the stem cells, he's taking the gel. And in this gel, there is molecules, not live cells, molecules which are called growth factors. И после недели доктор Натан Ньюман извлекает определенный химический элемент из раствора, в котором находились стволовые
стволовые клетки. Это не сами стволовые клетки, это раствор, в котором они находились, и опять же из этого раствора извлекается определенный химический элемент, который называется фактором роста. So what are those growth factors that we talk about? И что же это за элемент, фактор роста? You know, you have to make a difference between growth factor and, for instance, people are confused with growth hormone. Вам нужно понимать разницу между фактором роста и гормоном роста. Now, growth factors, we have hundreds and hundreds of different growth factors which are designed for a very specific job. Дело в том, что в человеческом организме находятся сотни различных факторов роста, которые выполняют различные функции, так сказать, различную работу. They are like hormones, but there is one big difference. И существует одна огромная разница между фактором роста и гормоном роста. The big difference is these products only work locally. Means they don't travel, they don't take the blood, and they don't go to the other side of the body. They work locally where they have been designed. Дело в том, что гормон роста работает лишь локально. Он работает там, куда он был нанесен. Он по крови, он не передается в другие части организма, он не путешествует по всему нашему организму. Он работает именно на той поверхности, куда он был нанесен. So what do they do, these growth factors? Какова же роль фактора роста? They repair, they maintain, they refresh, they change things in the cells when it's manufactured. And the more we have, better health we are. Чем больше в организме фактора роста, тем более мы здоровы, тем более здоровы наши клетки, поскольку фактор роста способствует восстановлению, поддержанию здоровых клеток и обновлению клеток. Now you remember I was talking about communication between cells. Если вы помните, ранее мы говорили о сообщении клеток между собой. When two stem cells are together, they talk a lot. Когда две когда две стволовые клетки находятся рядом, в непосредственной близости друг от друга, между ними происходит интенсивная коммуникация. And their role is to order to manufacture growth factors, more growth factors and more growth factors, different ones. И эта коммуникация заключается в том, что они сообщают друг другу необходимость вырабатывать фактор роста в больших количествах. And that's what we put in our serum, which contains more than 248 different growth factors. И именно фактор роста является основой сыворотки JEUNESSE, и эта сыворотка содержит более чем 200 факторов роста. So there is no stem cells inside our serum. There is no human cells. Absolutely not. There are molecules which has been manufactured during when they was in culture. That's only that, molecules. И я еще раз обращаю ваше внимание на то, что в сыворотке не содержится стволовых клеток. Там нету стволовых клеток, там есть химический элемент, который был произведен стволовыми клетками. And what are they doing when they are in the skin? They reduce the appearance of fine lines and wrinkles because they increase new collagen. И этот фактор роста способствует выработке, естественной выработке коллагена, что в свою очередь замедляет процесс старения. Каким образом? Это либо предотвращает, либо замедляет процессы появления возрастных морщин, каких-либо линий и разглаживает их. And also they improve the appearance of, these brown
того, что они просто исчезают, как на лице, так и на руках. So because there is so much different growth factors, we can say that it works on all that, and maybe you can just translate that. Окей. В силу того, что сыворотка содержит большое количество фактора роста, различных факторов роста, каждый из них отвечает за какие-то определенные функции и способствует разглаживанию морщин, улучшается тонус кожи, она хорошо увлажняется, она становится более упругой, эластичной и сияющей. So from that, we build serum. The serum has only growth factors. That's it. 85%. The remaining is water and some preservative. Итак, основной элемент сыворотки это как раз таки фактор роста. Она на 85% состоит из фактора роста. We also build a cleanser, which is a cellular detoxifying product, which cleans wonderfully. I will not go on detail on that. Мы не будем углубляться в подробности, но был также разработан уникальный очищающий гель, который способствует детоксикации кожи на клеточном уровне. And we create also a daily moisturizing complex which improve protection, hydration, and of course anti-aging. Помимо этого был разработан специальный комплекс по уходу за кожей, который помогает защищать, питать и останавливать процессы старения. And also a night cream, which is hypoallergic like the other one. All are paraben-free, but they have a very special phospholipid delivery system. Также был разработан, помимо дневного, был разработан ночной крем, который очень интенсивно увлажняет. Он не содержит парабенов, однако содержит элементы, которые способствуют очень хорошему впитыванию. And we have also essential body cream, which is mainly DNA repair. Помимо этого, есть специальный лосьон для тела, который помогает восстанавливать кожу всего тела. И помимо этого способствует борьбе с окислением организма. And we have the last one, which is ULM, which is named Ultimate Lifting Mask. And you can maybe translate the phrase which is inside. Okay. И последний продукт – это новейшая лифтинг-маска, которую вы можете использовать для того, чтобы ваша кожа выглядела молодой и просто сияла. И она, помимо всего прочего, она помогает бороться с сухой кожей. So what for? A lifting mask. Why? Итак, для чего же ее нужно использовать? Because this mask will give immediate lifting, which is extremely important if you are dating somebody. Для чего же использовать эту маску? Дело в том, что у нее моментальный лифтинг-эффект, что очень важно, если вы собираетесь, к примеру, на свидание. So, here is some example. You have hundreds and hundreds of testimony in the different websites. You cannot believe how many thousands. But the company will just want to do some example on 30 days working only on the serum. And I just want to give you that, and maybe you can translate the word which are involved. Okay? Дело в том, что существуют тысячи и тысячи свидетельств тех людей, которые использовали продукцию. И вы можете найти их в интернете, это открытая информация. Однако сейчас я хочу вам показать несколько фотографий тех людей, которые использовали только сыворотку на протяжении 30 дней. Next one. Эта женщина делится своим опытом и говорит то, что она просто в восторге от результатов.
Next one. Здесь приводится свидетельство мужчины, который говорит то, что мешки под глазами исчезли через 5 дней использования сыворотки. Next one. Следующий сайт говорит нам о том, что эта женщина после того, как использовала сыворотку на протяжении 30 дней, стала получать огромное количество комплиментов. На следующем сайте написано то, что женщина, использовавшая также сыворотку, чувствует себя моложе и выглядит моложе. So we did several clinical trials, and I just give you the results, which are on the website. You will see all the details, but maybe you can translate these 4 lines, and that has been proven by independent clinical trials. Независимые клинические исследования доказали то, что на 88% было улучшено состояние кожи, видимое состояние кожи. На 75% было улучшение текстуры кожи и ее нежность и мягкость. Так, на 70% улучшилась эластичность кожи, и на 70%, видимо, сократились морщины и возрастные линии. Okay. So, you have seen that for all our product, again, we have targeted always DNA damage. Итак, вы, наверное, обратили внимание, то, что вся наша продукция борется с тем уроном, который наносится нашему ДНК. But there is one thing that we didn't cover. Но был один момент, о котором мы с вами еще не поговорили. It's environment. Это окружающая среда. So, what about what we can do for the environment? И что же мы можем сделать для того, чтобы улучшить окружающую среду? I will tell you some things maybe against Earth if you take all that what we recommend, but if you don't improve your lifestyle, you will not get good results. А вы знаете, можно употреблять всю продукцию, о которой я вам только что рассказывала, но для того, чтобы получить действительно заметные, явные, потрясающие результаты, необходимо работать над своим образом жизни. Because can longevity be related to what we drink or what do we eat? Имеет ли долголетие какое-то отношение к тому, что мы едим, и к тому, что мы пьем? In fact, yes. Part of the longevity secret is right in your kitchen. Да, на самом деле, один из секретов вашего долголетия находится прямо на вашей кухне. Does food or food supplement positively or negatively affect gene activation and longevity? The answer is certainly yes. Может ли еда и БАДы позитивно или негативно сказаться на активации ген и долголетии? Again, does exercise positively or negatively affect gene activation and longevity? Certainly yes. И снова, физические упражнения, имеют ли они влияние на те процессы, о которых мы с вами говорили? Ответ, безусловно, да. Does emotion affect gene activation or longevity? Certainly yes. Что касается эмоционального фона и стресса, он также, безусловно, влияет на наше долголетие и активацию генов. Does attitude and relationship affect gene activation? Yes. Даже отношения с окружающими людьми, с близкими, либо позитивно, либо негативно сказываются на активации наших ген и долголетия. Let me give you an example. Я хочу вам дать конкретный пример. I have a friend, he's a great psychologist in Canada, in Montreal.
У меня есть хороший друг, который является выдающимся психоаналитиком. Он живет в Канаде, в Монреале. And he got a cancer, and the surgeon told him you have to get surgery, chemotherapy, and radiotherapy. Ему был поставлен диагноз рак, и его лечащий врач сказал, что вам будет необходимо пройти химическую терапию, сделать операцию. And you know what? He said, no, I don't want that. Однако мой друг отказался и сказал, я не хочу этого делать. He said, okay, what are you going to do? И тогда я спросил его, хорошо, и что же тогда ты будешь делать? He told them, I'm going to speak to my cells every day. А он сказал, я собираюсь говорить со своими клетками каждый день. And that's what he did. Every day he spoke to his cells, every day for half an hour, every day, and he get treated. И вы можете себе представить, он разговаривал со своими клетками каждый день на протяжении 1,5 часов, и он излечился. You know that people can do this, how you call the diet, or you don't eat any for one day. You call it in English dieting, and no eating for one day. How you call that? Starving. Starving, or there is another word, yeah. Некоторые люди практикуют такой вид диеты, не есть на протяжении дня. You know, until now, this diet, this starving, have very bad. For the doctor doesn't believe on that. И люди, доктора, которые не верят в подобные методы, говорят, что это очень вредно. But you know what they do now? Но знаете, что они делают сейчас? When somebody is in chemotherapy, they find out that if he starves one day, if he doesn't eat one day a week, he will boost his immune system. Теперь доктора выяснили такой интересный момент, когда человек проходит химиотерапию, и он не ест от дня до недели, его иммунитет активизируется просто в разы. You know why? Because he's activating sirtuin 1 and 3. И знаете почему? Потому что в организме активизируется сиртуин-1 и сиртуин-3. Just to tell you that lifestyle, emotion, attitude, bad habits, toxic friends make things bad or good. И знаете, на нас все оказывает влияние. Это и образ жизни, это питание, это окружающая среда, это негативные эмоции наших близких. So now we come to the conclusion. Итак, давайте сделаем заключение. Подведем итог. You know, the problem is in our DNA. This is our weakest link in the DNA. Нашим самым уязвимым моментом является ДНК. So the solution must be in our DNA. И это значит то, что решение этой основной проблемы также в нашем ДНК. And this is why I think that JEUNESSE has a coherent approach. И вот почему я убежден, что у компании JEUNESSE комплексный подход. Because if JEUNESSE can keep one cell healthy, it can do it for 60 trillion. Потому что если продукция JEUNESSE может оздоровить и сделать здоровой одну клетку, значит, она может оздоровить и сделать здоровыми 60 триллионов клеток. And this is why JEUNESSE is so successful, and I can assure you that JEUNESSE, in terms of product and other things, can be a gold mine for you. Вот почему продукция JEUNESSE столь эффективна, и вот почему успех компании столь масштабен. И фирма JEUNESSE может стать просто золотой шахтой для вас, золотым прииском. My name is William Amzallag, and I am Generation Young. Thank you very much for your patience. Меня зовут доктор Амзаллаг, и я принадлежу к молодому поколению. Большое спасибо за внимание и за ваше терпение. Thank you. The question is yours now.
Теперь настало время вопросов. Dr. Amzallag, there was a question about the age. Since what age it is okay to use luminous products? Oh, as long as you wish. You know, you can start very young because product has some effect on acne for the kids, for the teenager. Of course, you don't give serum to the 9-year-old girl, but you can start at the age of 12 or 13 and finish as your last day of life. Был вопрос о том, с какого возраста можно применять косметику. Доктор Амзаллаг говорит, то, что косметику можно, средства по уходу за лицом можно применять, начиная с любого возраста. Безусловно, она просто не нужна ребенку, которому, к примеру, 9 лет. Однако у подростков, у которых уже начинаются проблемы с кожей, высыпание, уже можно давать им применять косметику в плане сыворотку, гель, потому что это способствует естественному очищению кожи. У нас есть еще вопросы по средствам для ухода за лицом и за кожей? Также до этого был вопрос, был вопрос, как долго можно применять косметику. Доктор уже ответил на него, то, что ее можно применять вплоть до конца своих дней. Принимать пропектин, сколько времени? People are asking about propectin. How many times you need to take it? I'll repeat because you have already said that. Доктор Амзаллаг уже говорил о том, что первый месяц пропектин необходимо принимать 3 раза в день. После того, как вы пробили курс на протяжении первого месяца, его необходимо принимать по одному пакетику 1 раз в день. Крем необходимо наносить на сыворотку, потому что сыворотка является основой под любой, как ночной, так и дневной. People are asking how often do you recommend to apply the mask, to put the mask on your face? Minimum once a week. Some people do it twice a week, and I will say once a week, except if you have the day. Do it. Вопрос относительно маски. Как часто ее принимать? Не принимать, пардон, а наносить. Минимум это раз в неделю. Если вы хотите, чтобы у вас был такой моментальный эффект, у вас, к примеру, собеседование, важная встреча или свидание, то рекомендуется сделать эту маску перед тем, как вы идете на эту важную встречу. Так, переводится. Дневной крем, безусловно, увлажняющий. У ночного крема еще более сильно увлажняющая формула. Но для того, чтобы не было вот такого вот жирного блеска днем, его сделали вот в ночном креме. Я сейчас спрошу вопрос относительно беременности. Доктор Амзаллаг, it's okay to use the product of JEUNESSE if a woman is pregnant? Well, officially, all the products, they say that it's not allowed, is not recommended for pregnant women, but reserve, there is no problem at all, Officially, we have to put that on a label. But I know thousands of persons who took reserve because it's only fruit and exotic fruit and product from the wine. Why not? You see? Now, I will be a little more, ask your doctor for affinity for AMPN. For the rice, no problem, it's rice, For the skincare, no problem. Значит так, абсолютно никаких проблем по применению продукции пропектин, резерв и
видоцел для беременных женщин. Также нет никаких противопоказаний по косметике. Есть такой момент, то, что лучше посоветоваться со своим врачом относительно применения AM, PM и Infinity. Also, there is a question whether it's okay to apply serum on your eyes, on the skin right next to your eyes. Well, I will say that all the products say don't put it around the eyes. I have no problem with the serum because it's only growth factors. For the other product, I will be careful not to put around the eyes. Что касается сыворотки, ее можно наносить вокруг глаз. С остальными продуктами, особенно это касается маски, будьте аккуратны и избегайте зоны вокруг глаз. People are asking from what age it's fine to start taking AM, PM, and Infinity. Oh, I will say after the age of 35. 35, not 25? No, well, 25 you still have long telomeres, you know? Now, the point is not to bring the telomeres full length, is to avoid no telomeres at all. Means even if you have a small telomeres length, it's okay. So, yes, I would say if you want to be preventive, let's start between 25 and 30, but not before. Для того, чтобы предотвратить хорошо и заведомо предупредить процессы старения, рекомендуется начинать применять AM, PM и Infinity после 25 лет, 25-30 лет, и уже совсем необходимо делать это после 35 лет. Но до 25 лет эти продукты не рекомендуются. Also, people are asking where are you getting so many stem cells to produce so much products. You know, one drop of stem cells, if you put it in a gel, in a petri dish, will produce millions of stem cells. One drop. You see, because they are duplicating like rabbits. So, you know, the bank, the stock that Dr. Newman has is enough for millions of persons. Я задала вопрос, где вы берете столько стволовых клеток для того, чтобы получить из них ферменты. Доктор Амзаллаг говорит, для того, чтобы извлечь необходимое количество ферментов, нужна малюсенькая доля этих стволовых клеток, потому что они очень быстро делятся. Размножаются как кролики. You know, stem cells invented the MLM, the duplication. The system of duplication in stem cells are unique. Ведь дело в том, что система деления стволовых клеток, она уникальна, как и в сетевом маркетинге. Okay. Just a second, people were asking something. Whether it's just a second. Whether it's okay to take AM, PM, and Infinity if you are breastfeeding, and whether it's okay to take propactin at the same time. Well, to take at the same time is no problem. Now, to use AM, PM, and Infinity during breastfeeding, I will say ask your doctor. I cannot say yes while I see women doing it, but I prefer that they ask their doctor for that. Я задала вопрос, можно ли кормящей маме принимать AM, PM и Infinity, и также принимать пропектин. С пропектином никаких проблем нету, а вот что касается AM, PM и Infinity, лучше все-таки проконсультироваться с вашим врачом, потому что доктор Амзаллаг не может давать именно таких рекомендаций. Я прошу прощения, просто здесь задаются конкретные
конкретные вопросы при определенных болезнях, я не буду их переводить в силу того, что я не знаю, как они переводятся на английский, а это очень серьезный вопрос, и давайте лучше они будут оформлены в письменном виде для того, чтобы полностью был корректный перевод и вам дана правильная информация, потому что вы сами понимаете, болезнь это весьма деликатный момент, к которому также должен быть деликатный подход. I'm sorry, Dr. Amzallag, because people were asking about certain diseases and problems with health, but I'm not quite sure that I will be able to translate it correctly in a correct and proper form in English. That's why I suggested, as you have already said before, just to make a list of questions, and after that we'll give these questions to you, because, you know, a disease is a very delicate problem, and it has to be approached in a very delicate form. Correct. You're absolutely correct. So I don't answer to problem relating to health disease because we are not in the disease business. We are in the health business. Sure. Okay. So maybe we can stop here and because all the questions can be directed to me and I will slowly answer to all that promise. Окей. Доктор Амзаллаг сказал то, что наш бизнес это бизнес о здоровье, а не о болезнях. Но тем не менее, он готов ответить на все ваши вопросы постепенно, после того, как они будут переданы ему в виде списка вопросов, потому что, безусловно, за одну конференцию невозможно ответить на все вопросы. So, thank you very much for all of you, and I will probably see you next week. Дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо за ваше время и за ваше внимание. И я надеюсь увидеться с вами на следующей неделе. Dr. Amzallag, thank you very much for your brilliant presentation, which was very important and which is truly unique, and you are a great speaker. It was a great pleasure for me to translate you. Thank you very much, and you have been very, very good because, you know, staying 2 hours like that is not so easy, and I understand that. Thank you again.